Каждый яхтсмен мечтает о безопасной, комфортной круизной яхте. И почему эта лодка самая безопасная? Тут я могу назвать две главные причины. Это алюминиевый корпус из самого прочного и надежного материала для круизных яхт на данный момент, а также подъемный шверт. Эта лодка представлена в конце прошлого года и уже успела завоевать сердца покупателей. Примечательно, что именно Интерпарус продал первый борт этой новой лодки. Нильс, I will smile. Learn sailing with Sasha. The first and action. No, aluminium. Со мной только что были два лучших дилера. Мы надеемся их в следующем году побить. С вами Саша Горан из команды Интерпарус, и вы на нашем самом яхтенном канале. И сегодня мы рассмотрим премьеру выставки Allure 49. Это лодка семейного типа, то есть она великолепно подходит для одной семьи с детьми. Лодка, которой вы можете управлять в одиночку. В то же время это лодка безопасная. Я хочу сказать, что на предыдущей версии я провел месяц в Атлантике, в Ла-Манше. Получил огромное удовольствие, то есть проживание на такой лодке не сравнится с пластиковой, она утепленная, более уютная, здесь идет 40-миллиметровая теплоизоляция, она менее шумная, по ходкости она тоже меня очень удивила для круизера, великолепная ходкая лодка с хорошей устойчивостью. Кроме того, может, вы уже знаете, что все тяжелые вещи, все тяжелое оборудование сведено к центру, в итоге это уменьшает продольную качку, то есть эта лодка прекрасна по своим мореходным характеристикам. В этой лодке заложено 4 с лишним тонны балласта, это обеспечивает великолепную устойчивость. Кроме того, шверт – это отдельная тема, это действительно здорово, классно, если вы налетаете на контейнер или на скалу, он просто поднимается. Вы слышали, сколько сейчас килей потеряли даже именитые английские производители, что приводило к катастрофам. В данном случае вы как бы можете чувствовать себя в безопасности. Рассмотрение этой лодки мы начнем с корпуса, с материала, из которого изготовлен корпус. Это алюминиевый сплав, сплав, из которого делают военные корабли, эсминцы, катера. Делают скоростные паромы, точно такой же сплав. То есть холдинг, в который входит эта верфь, также производит военные корабли. Точно из этого сплава, точно из этого металла и точно по такой же технологии. Обратите внимание, что это не крашеный корпус, вот он покрыт такой оксидной пленкой и так прекрасно выглядит. Иногда здесь приходят такие отечественные яхтостроители, они просто удивляются, как можно сделать было корпус вот настолько гладким и красивым. И главное отличие Allure от своих конкурентов, которые также производят алюминиевые яхты, в том, что корпус округлый. Люди технического склада поймут, насколько это тяжело сделать, но кроме красоты, округлость дает нам
повышенную жесткость. То есть это дополнительная жесткость корпуса за счет его вот таких округлых обводов. Ну и опять же, это таки красиво. Кроме этого, мы на носу видим обновленный бушприт. То есть у предыдущей модели 39.9 такого бушприта не было. И вот они сейчас сделали такой усиленный бушприт, а опционально его можно сделать под 2 якоря. Также можно заказать теперь привальный брус, это опция, то есть хотите заказывать, а хотите нет. И здесь мы видим слив с цепного ящика. Тут у нас имеется подрулька туннельного типа, такая повышенной надежности. Бортовые иллюминаторы сейчас у нас слегка утопленные. Это более дорогое решение, но оно позволяет как бы не беспокоиться за кранцы, за то, что вы навалитесь где-то на кого-то, на какой-то причал. По толщине корпуса мы имеем 10 мм на днище, 10 мм алюминий, потом идет 8 и потом 6. То есть это с таким запасом прочности. Это позволяет с одной стороны облегчить яхту, а с другой стороны вот здесь даже сделана такая плоская часть, на которой вы можете осушиваться во время приливов, либо просто упираться в песок на пляже. Также стоит заметить, что алюминиевый корпус уже начиная с этого 40-футовика легче, чем его пластиковый собрат. То есть если мы возьмем там хороший пластиковый корпус и алюминиевый, то алюминиевый будет уже легче. Чем больше яхта, тем легче корпус, но прочнее. Чудеса. Как я уже сказал, эта модель является последующей генерацией, то есть эволюционным развитием модели 39.9, которая была достаточно удачная. Главные изменения как раз произошли в корме. То есть лодка увеличена была в корму. Мы здесь получили дополнительные рундуки и арку. Арку сместили, насколько это возможно, в корму и вот надломили. То есть такую изогнутую конструкцию она получила. Что это нам дало? То есть если на предшественнице для того, чтобы так свободно поднимать тузик, нам нужна была еще такая нержавеющая рамка, то здесь мы можем обходиться без нее. Мы заводим блоки вот в эти рымы и поднимаем тузик легким нажатием кнопочки. И давайте посмотрим, какие изменения произошли у нас в корме. Мы получили дополнительные рундуки в самой корме, вот такие симметричные. Это лишнее пространство вот здесь на купальной платформе. Тут можно хранить баллоны для дайвинга, кранцы, то есть весьма-весьма удобно. Имеем вот такой вот рундук. Здесь можно на кронштейне подвесить мотор. Можно опять же складывать кранцы. Весьма и весьма удобно. И уже все подготовлено под замочки. И обратите внимание, какое удобное место для спасательного плота. То есть вам не надо думать, куда его приткнуть, что с ним делать. Вот отличный здесь рундучок. Тут мы увидим вареные утки для шпрингов внутренние. Весьма и весьма удобно. Вот. И поручни. То есть вам будет достаточно удобно выбираться после купания или ныряния на борт. Тут же спрятался душик. И тут мы наблюдаем выхлоп отопительной системы Webasto. Это значит, что лодка с автономным отоплением. Пройдем в кокпит. Два рулевых поста у нас. Управление двигателем под рулькой заведено на правый борт. Также у нас здесь управление автопилотом. И что еще есть, так владельцы этой лодки заказали вот эту лебедку в электрическом исполнении. Вот с кнопочкой у нас. Для чего? Сюда заводится таль с арки для подъема нашего динги, для подъема нашего тузика. Достаточно все удобно. Очень хорошо просматривается нос. Вся лодка здесь отлично просматривается с рулевого поста. Это как бы подкупает. Так же, как традиция, вы уже, наверное, знаете, верфь делает по 2 утки на корме и на носу с каждого борта. И обратите внимание, какого они уровня качества.
и какого размера. Вы не будете переживать на швартовке. То есть этот стрессовый момент верфь убрала напрочь. Проходим дальше по палубе. Мы имеем здесь жесткую оттяжку гика. Это опция. Смотрите, как хорошо сделаны упоры, когда вы работаете здесь с лейзибэгом, с веревками. Вы как бы можете к ним пристегиваться. Очень надежно и добротно. Обратите внимание на размер погона стаксель-шкота. В данном случае у нас две каретки на нем, потому что здесь два стакселя. То есть владелец заказал еще на бэби-штаге дополнительный малый стаксель внутренний. Вентиляция идет уже у нас в базе. Тоже нужная штука. Владелец этой лодки заказал полное покрытие палубы пробкой. Это увеличивает пространство на лодке, она как бы вытягивается визуально, а также очень приятно по ней ходить. Кроме этого, ну, как бы чистота поддерживается гораздо легче, вы не видите этих вот темных пятен. Вот. И здесь у нас управление лебедкой. Достаточно мощная лебедка Lo France у нас стоит на брашпиле. И обратите внимание, как сделан цепной ящик, он сделан под углом, то есть ваша цепь не будет собираться в кучку, в пирамидку, что весьма небезопасно. Посмотрите на этот чудный столик, это просто произведение искусства из очень качественного тикового дерева. И есть вот такая штучка, то есть с одной стороны у нас подстаканники, если нам нужен гладкий стол, мы делаем вот таким вот образом, и так вот он у нас поднимается. Ну вот можете увидеть качество дерева, можно наслаждаться как произведением искусства. На каждом рулевом посту у нас есть вот такие рейлинги для упора, то есть во время качки вы себя будете чувствовать уверенно. Штурвалы у нас оббиты натуральной кожей. Также вы можете заказать деревянный, ну, в смысле не классический, а вот с деревянным ободком штурвал, карбоновый, пластиковый. Верфь сделает все. Тут у нас должен разместиться карт-плоттер, пока его владельцы яхты еще не заказали. Но тут очень хорошее место. Мы уже несколько раз на такой лодке устанавливали карт-плоттер здесь. Он себя очень хорошо тут чувствует. Палуба на данной лодке покрыта, как вы уже заметили, пробкой. Это голландский производитель Marine Deck. Ну, про пробку вы все знаете, не буду вам рассказывать. Тут у нас имеется небольшой рундук. Поскольку вы видели в трансе большое количество рундуков, и здесь также имеется техническая каюта, то этого рундука вполне достаточно. На рубке на входе у нас разместились лебедки, в данном случае фаловая электролебедка. Большое количество стопоров, вам всегда их будет хватать. И здесь вот владелец разместил два мультифункциональных дисплея BNG, то есть верфь традиционно ставит BNG, но по вашему желанию может быть любая электроника. Raymarine, Furuna, Garmin, все, что ваша душа пожелает. Также обратите внимание на высоту спрей-худа. Он достаточно высоко и удобно сделан. Впереди вот эта часть вся открываемая, то есть если вы хотите, чтобы он работал просто как солнечный тент, вы вот большую огромную часть открываете, и у вас получается просто тент. Опять же, возможно, любые цвета. Синий мне как-то не очень, но верфь сделает любого цвета. И теперь пройдем в салон, посмотрим, что нас там ожидает. Мы спустились по ступенькам вот таким покрытием. Оно невидимое, но очень хорошо держит что босую ногу, что обутую ногу. Вот смотрите, две полоски такого нескользящего хорошего покрытия качественного. В салоне конструкторы разместили огромное количество рейлингов, ручек. Все
достаточно добротная, из высококачественной нержавейки. То есть обратите внимание, здесь, здесь, здесь мы имеем за что ухватиться вот тут. То есть ручек предостаточно, если вам покажется мало, ну, верфь вам еще добавит. Отделки могут быть разные. В опциях у верфи есть 3 вида отделки этого салона. В данном случае это беленый дуб. Ну, он мне больше всего нравится, потому что он добавляет пространства. И благодаря вот таким большим иллюминаторам по бортам, вот в крыше, мы имеем салон залитый светом. Это очень нравится женщинам. То есть они видят море, меньше укачивает на такой лодке. И она наполнена просто пространством и светом. Она выглядит внутри, ну, больше, чем снаружи, можно сказать. Но если вы сторонник классического цвета, можно сделать красное дерево, можно сделать тиковое, либо любое по вашему желанию. Вот для 40-футовика, наверное, ни одна верфь в таком уровне не предлагает. Мы имеем здесь камбус. Он у нас отделан столешницей из искусственного камня. Обратите внимание, какие бортики мощные здесь. Ну, просто все внушает уверенность в вашем переходе. Тут имеется у нас мусорничек, очень удобный. И достаточно большая моечка на 2 ванные. Большой смеситель, высокий, хороший, и подача забортной воды. То есть педальной помпой вы можете подавать себе забортную воду для экономии пресной воды. Не маленькая духовка, как для такой лодки, трехкомфорочная, с хорошей духовкой, с грилем. И имеем тут у нас холодильники. 120 литров. И завершим обзор камбуза вот этими шкафами, которые выглядят как стенка и в то же время имеют вот такие толковые организаторы, чтобы ваша посуда не металась во время качки. Каждый уголок использован для хранения вещей. Все сделано с толком, продумано, потому что эту лодку выбирают люди, которые ходят далеко, удачно, счастливо. Поэтому все продумано именно для яхтсменов, для круизинга. Штурманский стол у нас по правому борту. При том, что есть тенденция убирать штурманские столы, но это не про Люрес, не про Гарсию. Тут штурманский стол полноценного размера. Данный владелец заказал себе размещение картплоттера вот таким вот образом. Вполне удобно. Мы имеем здесь BNG Zevs 12 дюймов. Мне очень нравится, когда кроме тачскрина на мониторе есть пульт все-таки вот таких реальных кнопок. Очень удобно, очень быстро можно всегда с ним оперировать. Все покрыто хорошим материалом, износостойким. Здесь мы видим углубление для ваших мобильных телефонов, чтобы они не летали. И вот здесь расположилась такая зарядная станция, очень удобненько. Здесь у вас разместился пульт управления всеми вашими электросистемами, Webasto, инвертор, весь монитор расхода электричества, жидкостей. Также обратите внимание вот на эту штучку, это монитор утечек. Продолжим осмотр нашего правого борта. Опять же, вот это все шкафчики, то есть тут все можно использовать для хранения нужных вещей. На этом мы сильно не будем заострять внимание. Вот такие всякие узости, мелкие как бы части также используются для хранения. Это очень удобно, потому что мелочевка вечно теряется, вечно куда-то залетает на яхте. И тут у нас диванчик расположился. Обивка в данном случае серой микрофибры, серой алькантары. Но опять же вы можете выбрать любую, абсолютно любую обивку ваших диванчиков. Можете комбинировать как хотите. Стол. Стол, это вот первый раз я вижу, как он сделан таким вот двухцветным. То есть часть сделана из искусственного камня. Вот она холодная такая. Как по мне, немножко великоватый стол. Мы для своих клиентов заказывали чуть поменьше вот эту часть. А то оставляли вот такого размера. Смотрите, здесь у нас барчик
расположился. Видно здесь, как все сделано из морской краснодеревой фанеры. То есть все даже внутри, все сделано из добротных, надежных материалов. Мне это очень нравится. И тут еще один сторидж. Но если мы поднимем крышечки, мы увидим колодец нашего шверта. Мы можем контролировать ситуацию, также можем его отсюда обслуживать. Продолжим осмотр салона. Здесь главный диванчик, главная обеденная зона. Есть вариант, когда стол, вот эту часть вы опускаете, и здесь делается такая вставка, и превращается этот диван в хорошее спальное место. Я здесь как бы провел на такой яхте достаточно времени, и хочу сказать, что это очень толковое решение. У вас в технической каюте есть держатель специальный под эту вставку и небольшой матрасик. Это очень легко монтируется, легче, чем подъемный стол, который применяется на других лодках. И опять же здесь все в рундучках, все в шкафах. Под каждым диваном есть еще рундуки, в спинках есть рундуки, то есть огромное количество сториджей. И вечером, если вы хотите создать уютную подсветку, то можно вот такую контровую подсветку включить, и у вас будет как бы затемнение, по сути, очень уютно и приятно все будет выглядеть. Так, и хозяйская каюта. Вот, имеет хорошее освещение. Здесь 2 метра длиной кровать, как для 40-футовика вполне большая кровать. Здесь мы имеем тоже хорошее пространство. Пространство здесь настолько большое, что верфь теперь имеет опцию размещения дополнительного туалета. То есть, если вы хотите 2 санузла на этой лодке, это можно сделать. Но в данном случае имеем вот такие шкафы. Их можно регулировать, эти полки. Вот. И также у нас огромное количество вот тут шкафов, ящичков и так далее. В каждую каюту, в салон, в санузлы здесь подведено отопление, то есть эта лодка будет очень теплой и уютной. Продолжим обзор в санузле. На этой лодке он один, как я говорил, их можно заказать 2. И здесь он хорошего, приличного размера, полный рост я стою. В данном случае клиент оставил мануальный ручной туалет, но можно заказать электрический. Душевая кабинка выделена, имеет у нас вот такую дверцу. Опять же, высоты хватает вполне. Тут можно закрыть окошечко, если вы в марине находитесь. И вот за каждым зеркалом находится свой шкафчик. То есть, опять же, со шкафчиками все в порядке. У нас достаточно уютно и в то же время нормального, хорошего размера санузел. И теперь мы пройдем в место, которое нравится как владельцам, так и их женам. Это техническая каюта, которая используется для хранения запасов, оборудования и так далее. Вот, да, включим сейчас свет у нас. Вот такой стол можно заказать. Здесь можно сделать дополнительное спальное место. И также под низом вот такие ящички, они вот так вот фиксируются надежно. И сюда можно сложить апельсинчики, мандаринчики. Это очень всем нравится, это очень правильно и толково. Вот таких карманов можно разместить сколько угодно. В данном случае здесь брандер щит находится. Здесь легкий доступ у нас ко всем автоматам, 12-вольтовым, 220 вольт. То есть тут мы можем легко проверить, что у нас выбило, что вбило. И 2 платформы. На них вы можете ставить любое оборудование. Стиральную машину, дизель-генератор, опреснитель, компрессор для дайвинга. Все, что хотите. Верфь как бы предусмотрела 2 платформы для установки дополнительного оборудования. И завершим мы обзор интерьера
кормовой каютой. Как я говорил, эта лодка может быть в трехкаютной версии, но в данном случае у нас двухкаютная версия с технической каютой, с технической комнатой. Тут ничего прям такого особенного нет. Шкаф. Кровать 1,50 на 2 метра. Достаточно приличного размера для такой лодки. И я стою в полный рост. Здесь можно спокойно переодеться. Вот как бы очень уютненькая каютка у нас здесь. Что ж, мы с вами посмотрели лодку Allure 49. Для меня эта лодка входит в список моих дримботов. Этот размер мне очень нравится. Она вполне жилая, вполне обитаемая, даже для, скажем, приличной команды. Вот до 6 человек здесь себя буду чувствовать весьма и весьма уютно. Хочу только напомнить, что мы являемся официальными представителями верфи Гарсия Allures на территории СНГ и стран Балтии. Поэтому обращайтесь, мы будем рады помочь вам с выбором новой лодки, бэушной лодки, помочь со всеми вопросами, связанными с покупкой яхты, регистрацией, финансированием и так далее, и так далее. С вами был Саша Горан, шкипер команды Интерпарус. Пишите, буду рад помочь вам. Встретимся в море.